Всем привет! Я Александр Шевченко, и я профессиональный пилот дронов DJI. На своем YouTube-канале я рассказываю про аэросъемку, видеосъемку, про путешествия. И сегодня в этом ролике я хочу рассказать про топ дронов, которые я составил лично для себя, чтобы определить актуальные модели дронов в этом году, еще, думаю, на несколько лет вперед. Поехали! Заводим в сторону, подняли. В далеком 2016 году, когда я только начинал свой путь в аэросъемке, особо не было такого выбора в дронах, чтобы прийти в магазин и выбирать, какой дрон мне выбрать. Тогда был Phantom 4, и это было хорошо. Сейчас, за прошедшие 7 лет, линейка дронов очень сильно расширилась, и вот сейчас хочу рассказать о том, какие модели появились, какие модели актуальны, какие модели интересны, и на каких моделях стоит заострить свое внимание. Обо всем этом расскажу в этом ролике. Поехали! А перед этим хочу рассказать, что я уже 3 года занимаюсь обучением пилотов дронов в своей онлайн-школе. Мы обучаем как новых пилотов, которые только приобрели дрон, так и тех ребят, которые уже занимаются аэросъемкой, повышаем их скилл. Информация про обучение будет доступна по ссылочке в описании. Полетели! По каким критериям мы будем выбирать топ из дронов? Это цена, характеристики и функциональность. У DJI сейчас есть несколько серий, это Mini, Air, Mavic, Inspire, и у каждой еще из этой серии есть там своя подсерия. К примеру, есть Mini 3, есть Mini 3 Pro, есть Mavic 3 Classic, есть Mavic 3, есть также Mavic 3 Pro и Sign. То есть вот эти все вот отличия, они, скажем так, не так сильно отличаются друг от друга, просто чем-то дополняют. И вот перед тем, как выбрать дрон, для того, чтобы определиться вообще, какой дрон нужно выбрать, нужно задать себе вопрос, для чего вам дрон? Если у вас есть четкое понимание, для чего вам нужен дрон, то после просмотра этого видео вы поймете, какой дрон нужен именно вам и почему вот в топе этих дронов находятся все третьи серии. Это Mini 3, Mavic 3, Air 3 и также Inspire 3. На первом месте находится серия дронов Inspire со своей новинкой Inspire 3, которая была презентована в апреле 2023 года. Предыдущая версия Inspire 2 была выпущена в 2016 году, и там долгие 7 лет не было никаких обновлений. И вот сейчас вышла новинка, в которой добавили много новых функций, которых в принципе не было раньше в дронах. Этот дрон имеет возможность записи в 8К 75 кадров в секунду в формате ProRes, то есть это киношный кодек. Также в дроне доработали, точнее, всю систему обнаружения препятствий. Есть возможность управления двумя пилотами, то есть один управляет камерой, другой управляет дроном. Там поставили новую FPV-камеру для второго пилота, чтобы он видел, куда летел. То есть этот дрон, реально сейчас его очень сильно обновили. И если вы хотите ознакомиться с ним получше, то есть отдельное видео на YouTube, в котором я рассказываю про все новинки. Цена на этот дрон начинается от $16 500. И если вы хотите, скажем так, закупить полный комплект, то есть дрон, дополнительные батареи, сменные объективы и вот, скажем так, все те плюшки, которые дает этот дрон, и вы хотите ими пользоваться, то там цена уходит за $25 000. То есть это довольно высокий ценник по меркам аэросъемки. На втором месте находится серия дронов Mavic 3. Здесь идет Mavic 3 Classic, Mavic 3 Pro и Mavic 3 Sign. Раньше были немножко другие модели и версии, но сейчас они обновили свою линейку, выпустили Mavic 3 Pro и Mavic 3 Pro Sign и убрали просто дрон Mavic 3. Всего, конечно, можно найти где-нибудь еще на складах, в магазинах, но на официальном сайте DJI остались только Mavic 3 Classic, Mavic 3 Pro и Mavic 3 Sign. И основное преимущество этого дрона то, что у него сейчас в Mavic 3 Pro есть 3 камеры. То есть вы можете записывать видео на 3 разных камеры. Это 24 мм, 70 мм и 166. То есть это довольно узконаправленная камера, которая позволяет вам снимать и получать, скажем так, удивительные и уникальные кадры, которые вы не могли сделать раньше. Также из приятных особенностей этого дрона это то, что у него есть возможность полета там 46 минут, как заявляет DJI, но по факту это, конечно, будет меньше, минут на 10. Я летал на Mavic 3 примерно год, и у меня получалось летать примерно 35-36 минут. После этого уже дрон шел на посадку. Также из преимуществ этого дрона то, что он может записывать видео в формате 5К со скоростью 50 кадров в секунду. 4К он может записывать со скоростью 120 кадров в секунду, то есть это довольно большой показатель для дрона. 4К в формате 120, это, как бы, скажем так, не все камеры, вот именно зеркальные, могут записывать в таком разрешении, такой скорости. Дальность полета у этого дрона составляет 15 километров, но по факту, конечно, вы будете опять же летать меньше, потому что идеальных условий нет. Там, в городской среде я улетал там на 5 километров, точнее, это может быть даже меньше. На природе может быть немножко больше, но в зависимости от того, насколько большой город, насколько много помех, как бы это очень сильно влияет на то, как далеко вы сможете улететь.
То есть если вы находитесь на природе, да, вы сможете летать дальше, но в городской среде это значение может там даже до 1 километра уменьшаться, потому что очень много помех, которые есть в наших современных реалиях. Также из плюсов, что у серии Sign есть встроенный SSD объемом на 1 терабайт, то есть вам не надо таскать с собой флешки, вы можете записывать материал прямо на жесткий диск вашего дрона. Также этот дрон имеет поддержку кодеков Apple ProRes, то есть он имеет возможность записывать видео в киношном кодеке, для того, чтобы потом на посте вы имели больше возможностей для постобработки. Цена на этот дрон начинается от $2050, что делает этот дрон очень востребованным и популярным в сфере именно такой любительской аэросъемки. Цена на этот дрон может варьироваться до $5000 в зависимости от выбранной комплектации, но этот вот минимум в $2000 дает возможность, скажем так, большому количеству пользователей получить очень классный дрон, и отталкиваясь от всего того, что было сейчас озвучено выше, Mavic 3 можно назвать топом в полупрофессиональном сегменте. Следом хочу отметить дрон, который вот-вот выйдет, но при учете того, сколько времени я трачу на съемки, на монтаж видео, возможно, на момент публикации этого ролика дрон уже будет представлен. Поэтому сейчас я вам зачитаю те основные особенности этого дрона, которые, скорее всего, по слухам будут добавлены, так как сейчас еще не так много информации слито в сеть. Обычно в сети много информации о новых дронах, но именно про Air 3 еще не так много информации, поэтому расскажу про те слухи, которые есть в интернете. И основное это то, что в дроне будет новый сенсор 4/3, то есть это позволит получать более детализированную картинку, будет меньше шумов при съемке в вечернее время, то есть картинка будет более светлая и более четкая, скажем так, детализированная. Также, возможно, будет добавлены новые батареи, то есть переработаны старые, либо их заменят полностью, либо же введут что-то новое. И вот именно благодаря новым батареям дрон, скорее всего, будет летать не 25 минут, как раньше, а уже минут 30-35. Также, скорее всего, обновят сенсоры для обнаружения препятствий и обновят систему передачи видеосигнала. Так как сейчас практически на всех дронах DJI установлено максимальное расстояние 15 километров. Понятное дело, что 15 километров никто не добьется в реальных условиях, но, по крайней мере, технология развивается, расширяется, и качество передачи картинки от дрона к пульту увеличивается. Это как бы уже не любительский сегмент, но еще и не полупрофессиональный, хотя этого достаточно, чтобы брать коммерческие заказы. Пока мой Mavic 3 Sign долгое время был в ремонте и в сервисе, я летал на Mini 3 Pro и делал на нем как коммерческие заказы, причем довольно много, так и снимал для YouTube, делал уроки на Mini 3 Pro, хотя даже что далеко ходить, у меня есть ученики, которые летают на Mini 2 и делают на нем коммерческие заказы. Поэтому не так важно, какой у вас дрон, хотя, конечно, качество будет заметно отличаться, но если вы знаете, как управлять дроном, как настраивать камеру, и вы знаете особенности дрона, то вы сможете и на младших моделях делать хорошие кадры. И на этой ноте мы перейдем к серии Mini. Если вы хотите, чтобы ваш дрон был еще актуален пару лет, то берите Mini 3 Pro, так как этот дрон вышел не так давно, он имеет довольно хорошие показатели самого дрона, то есть он может летать до 51 минуты, как заявляет DJI, но по факту это, конечно, будет меньше. Если будет минут 40, то это уже хорошо. Я летал, опять же, повторюсь, где-то минут 35. Он имеет возможность вертикальной съемки, и это единственный дрон, который снимает как горизонтально, так и вертикально. То есть пока что нет дронов у компании DJI, которые добавили эту функцию в свои другие модели. Дрон имеет возможность передачи видеосигнала на расстояние до 10 километров, но по факту это, конечно, будет меньше. И цена этого дрона начинается от $750, то есть это довольно низкий порог входа в аэросъемку, чтобы получить такое классное и хорошее качество самой картинки. То есть за $750 вы получаете дрон, который имеет не только хорошую картинку, но и сами полетные характеристики. Все эти показатели делают этот дрон просто топом в любительском сегменте. А если вы еще и заядлый путешественник и не представляете себя без походов, то Mini 3 это прям тот дрон, который вам нужен, так как он довольно легкий, компактный и позволяет его носить с собой в любых ваших путешествиях. Сама сумка с дроном, батареями и пультом весит примерно 2 килограмма. К примеру, Mavic 3 вот в таком же наборе весит примерно 5 килограмм. И лишних 3 килограмма, я думаю, будут довольно существенны, если вы идете куда-то в поход.
Ну и давайте подытожим наше видео. Inspire 3 это классный дрон, но он не для личного использования. То есть любой оператор, который занимается аэросъемкой, не пойдет в магазин и не закажет себе этот дрон. Это дрон для каких-то больших кинокомпаний, кинопродакшенов, которые снимают дорогостоящие проекты там стоимостью от 1 миллиона. Так как одна смена работы на этом дроне начинается от 100 тысяч рублей. Поэтому этот дрон это исключительно коммерческое использование для съемок, опять же, рекламы, какой-то коммерции, либо же кинопроизводства. Mavic 3 это отличный дрон для тех людей, которые понимают, за что они платят, потому что это отличная камера, отличный дрон, отличные полетные характеристики, и вот все это в скупе делает это просто потрясающим дроном. Это просто флагман компании, который покупают все, которые используют чаще всего в проектах, который сейчас очень сильно популярен, скажем так, чтобы просто донести, попробовать свои мысли, так как этот дрон, он реально очень классный. И вот та цена, которая там начинается от $2000, то, что на нем можно зарабатывать там, от 20 до 30 тысяч за смену, то, что этот дрон имеет очень классные характеристики, делает просто потрясающим дроном, и он занимает вторую позицию в нашем топе. Air 3, хоть и на момент записи этого видео он еще не был презентован, но я думаю, что когда этот дрон презентуют, когда его покажут миру, он с гордостью займет 3-е место в нашем топе. Mini 3 это потрясающий дрон, который легкий, компактный, весит 249 грамм, имеет возможность вертикальной съемки. При учете его цены это просто потрясающий дрон за свои деньги. То есть цена-качество отрабатывают на все 100. Это просто топ в любительском сегменте и наше 4-е место в нашем топе. Если это видео было хоть немножко вам полезно, то ставьте лайк. Если вам интересна тема аэросъемки, то подписывайтесь на канал. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, то оставляйте в комментариях под этим видео. Также в комментариях пишите те темы, которые вам были бы интересны, для того, чтобы я их рассказал на своем канале. Я читаю комментарии, отвечаю и делаю себе заметки для записи будущих роликов. На этом у меня все, и всем пока-пока.